Привет, друзья! Вы на канале Братья Чи. Мы продолжаем рассказ о наших приключениях в Египте. Сегодня мы расскажем об одной из самых мистических тайн царицы Хатшепсут, загадочном папирусе Тулли и доказанном палеоконтакте, после которого Египет стал сверхдержавой древнего мира. Начинаем! Итак, друзья, мы стоим на входе в долину, откуда туристов везут прямо к храму. Но многие ли из вас знают, что на этом месте в 1997 году фанатиками и исламистами были расстреляны 58 туристов из Швейцарии, Японии и Германии. Данная трагедия, как говорят, была их судьбой. И поэтому именно о судьбе отдельного человека и вмешательстве в нее неких высших сил мы можем сегодня вам рассказать на примере загадочных фресок о тайне рождения одной египетской женщины-фараона, запечатленной на стенах ее самого великого храма. История наша начинается за 150 лет до фараона Эхнатона, о котором был наш последний рассказ. 1500 год до нашей эры Египет только что сбросил иго кочевников хеттов-гиксосов, и по необъяснимым причинам у фараона Тутмоса I нет мальчика-наследника. И именно рождение царицы, ставшей впоследствии первым фараоном женщины на земле, начинает серию необъяснимых загадок данного периода. На фресках и барельефах в одной из часовен храма нарисована целая история, которая в деталях, сцена за сценой, рассказывает о сотворении или о процессе непорочного зачатия царицы божественными созданиями. Мы видим последовательный рассказ о том, что давным-давно матери Хатшепсут по имени Яхмос явился бог Амон, и при содействии бога Хнума с помощью Анха, ключа от жизни, в руках он создал младенца Хатшепсут. Вот этот барельеф, такой, каким вы видите его в храме. Он, бог Амон, использовал Анх, имеющий форму ключа, чтобы создать жизнь, создать человека. Вот он, этот же барельеф в восстановленном виде. Мы видим, что один Анх, бог Амон, прикладывает к голове Яхмос, а второй к ее животу. Любой предмет, наделяющий жизнью, должен казаться обладающим некой магической или реальной силой. И мы задаемся вопросом, а кем могли быть эти боги, вырезанные на фресках в храме? Причем это не какая-то одиночная сцена в дальнем уголке, а эти сцены везде. Взгляните дальше, вот тут Хнум слева и Хикет справа придают форму ребенку и лепят ее на гончарном круге из глины с помощью своих анхов. Вы понимаете, из глины на гончарном круге делают человека. А вот тут уже бог Тот говорит матери Хатшепсут Яхмос, что у нее будет дочь от бога Амона. А вот здесь боги Хнум, создатель тел богов и людей, получает указание сформировать тело Хатшепсут и Ка, жизненную силу. Дальше больше. Хатшепсут вкладывают в живот Яхмос, и Хнум с Хикет ведут мать Хатшепсут в родильную палату, где с помощью Месхинет рождается Хатшепсут. Они держат ее за руки, гарантируя здорового ребенка. А здесь уже показан процесс ее взросления, когда богиня наделяет ее мужскими фигуры с поднятыми руками и женскими перекрестия силами, чтобы она правила Египтом и как мужчина, и как женщина. Возможно, мы имеем дело с описанной на барельефах технологией, позволяющей либо создавать ДНК, либо менять его структуру. И впоследствии, по воле богов, эта искусственно созданная девочка становится фараоном, представителем бога на земле. И ничто и никто не смогло этому помешать, ни войны, ни жречество, ни внешние враги. Вам не кажется, что это некий заранее прописанный и исполненный нашей вселенной некий сценарий? Хатшепсут, проклятый и вычеркнутый из всех списков фараон, но это представитель бога на земле, и империя при ней процветает. Нравится это кому-то или нет. При ней идет колоссальный подъем экономики и военная экспедиция в Пунт, современный Судан, завершившаяся фактической выплатой гигантской дани, гор золота, пряностей, диковинных животных и так далее, что также увековечено на барельефах храма. Она строит себе храм и называет его Джессеру-Джессера, святая святых, самый грандиозный храм на земле до греческого Парфенона.
И он стоит до сих пор, хотя, к примеру, храм царя Соломона давно разрушен. Это как рассматривать? Как заранее написанный на небесах сценарий. А теперь давайте посмотрим с другой точки зрения. А кто из фараонов-мужчин хоть раз заявил и оставил столь подробную инструкцию своего сотворения в виде 5 барельефов на стенах своих храмов? Да никто. Возьмем самых известных фараонов. Джосер нет, Тутмос и Сети и Рамзес Великий нет. А может быть женщины-фараоны после Хатшепсут, фактически правившие Египтом, Нефертити или Клеопатра, тоже нет. История генного сотворения Хатшепсут абсолютно уникальна для всего и древнеегипетского периода. Мало того, она еще и документально подтверждена. А есть ли в других культурах аналогичные истории о созданных богами с помощью геноинженерии или непорочном зачатии царях-правителях? Если не рассматривать греков с их героями-полубогами, не претендовавшими на царский трон, то всплывает только одна история о мальчике-царе Иисусе и тайне его сотворения. Но Иисус не оставил после себя ни храма, ни барельефов. Так может быть, эта история гениальный плагиат с Хатшепсут? Но мы немного ушли в сторону, и поэтому возвращаемся к нашей девочке-фараону. А знаете, в чем сейчас состоит самая интересная тайна этой истории? А в том, что мумия Хатшепсут существует. Ее нашли в 19 веке, и она сейчас может быть вполне исследована на наличие лишних или модифицированных генов. И нам, дорогие подписчики, непонятно, почему, имея столь потрясающую и доказанную всеми фактами историю одного из поворотных событий человечества, к ней не проявляют вообще никакого интереса. Почему сейчас, мои дорогие друзья, всякие научные институты тратят свои деньги на разработку оружия? Никому не нужных вакцин, но упорно не хотят проводить анализ ДНК Хатшепсут, чтобы найти комбинации генов, с помощью которых она была создана. Ведь такого шанса найти ген гениальности или ген, отвечающий за сотворение человека, нам может больше не представиться. Напишите, что вы ожидаете от генетического анализа мумии Хатшепсут. А мы, заканчивая нашу первую часть, и в ее продолжение вас ждет прямой и задокументированный контакт Хатшепсут и ее пасынка Тутмоса III с флотом пришельцев. До новых встреч!